Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами начинаем исследование той области, в которой работает коучинг. Коучинг – это технология, которая помогает человеку лучше, глубже понять себя, свою природу, свои задачи, свои цели, свои сильные стороны. В общем, весь набор возможностей, которые есть у человека. Также коучинг помогает в результате вот этого осознания сформулировать некую идею о счастье или цель, куда я из этого всего, обладая всем этим, хочу попасть. И разрабатываю план, как мне в итоге реализовать этот свой потенциал в стремлении, в движении к счастью, то есть к этой цели. Да, вот ключевая идея коучинга, и она помогает это сделать. Но где это все происходит? Это происходит в нашем сознании. Сегодня мы поговорим о том, как работает пространство сознания, в котором мы, собственно, коучинг применяем. Итак, посмотрим глубже на этот вопрос. И начнем мы с того, что мы изучим очень-очень схематичную структуру нашего мозга для того, чтобы мы имели представление, как в клиенте, в человеке, который к нам пришел, вообще все работает, да? Как устроен его механизм принятия решений, реакции, как он взаимодействует с этим миром, как он взаимодействует с собой, со своими какими-то состояниями, страхами или идеями, мечтами вот в этом пространстве. Итак, первая тема – это рептильный мозг. Значит, вот здесь вы можете видеть его. Это очень условная схема, но в целом она передает всю идею. В действительности здесь больше разных деталей и так далее, но суть, вот эта концепция, она передает устройство нашей психики, нашего сознания. Итак, рептильный мозг, вот здесь красным вы можете видеть его, отмечено. И вот представьте себе, чтобы запомнить этот рептильный мозг, представьте себе ящерицу, которая оказалась на открытом пространстве, как она себя ведет. Вот просто сейчас представьте, можете себя этой ящерицей представить, можете его внешне представить. Вот открытое пространство. Что она делает? Скорее всего, она судорожно так посмотрит по сторонам, нет ли опасности, не летит ли птица за ней, ни что-нибудь не угрожает ей что-нибудь. Да? Скорее всего, она будет вот в таком состоянии находиться, а если раздастся хлопок такой, то она очень резко куда-то убежит и мгновенно отреагирует на изменившиеся обстоятельства. Вот такая ящерица живет внутри нас, она отвечает за то, чтобы с нами что-то неожиданное, непредвиденное не произошло, реагирует мгновенно. Можно назвать ее еще таким стражем нашего тела, сигнализацией такой. Вот, она отвечает за базовые инстинкты, рефлексы, реакции, связанные с выживанием. То есть самые примитивные моменты – дыхание, пищеварение, сердечная деятельность. То есть когда говорится, что мы не управляем этим всем, вот имеется в виду, что все эти функции делегированы и выполняются как бы подсознательно, то есть вне нашего осознавания. То есть мы не отдаем приказ на каждый вдох, да, то есть это прошито. И это делается для того, чтобы мы выживали в этом мире, вдыхая вовремя и выдыхая вовремя. Да? То есть, и это простая вещь, как бы дыхание, но рептильный мозг отвечает еще за множество разных параметров, как то в первую очередь в коучинге это неизвестное. Оказавшись в неизвестном пространстве, рептильный мозг всегда автоматически включается в режим повышенного внимания и тревоги, потому что, может быть, ничего и не произойдет, но на всякий случай нужно находиться в режиме мобилизации. Поэтому, если ваш клиент пришел и вот он опасается, первый раз буду выступать, я опасаюсь. То есть попытайтесь ему объяснить, во-первых, сами понять эту ситуацию, да, во-вторых, ему объяснить, как работает наш мозг. То есть ты столкнулся с неизвестным обстоятельством,
которая может с тобой произойти, и рептильный мозг тебя таким образом готовит к этому обстоятельству. Будь максимально внимателен, будь максимально сфокусирован. То есть вот здесь вот эта функция страха, она скорее не парализующая, да, а она активизирующая. То есть будь в таком состоянии. Поэтому важная вещь, да. Например, если вы находитесь на крыше, и начинаете двигаться к ее краю, все ближе, ближе, ближе. Предполагаю, что у вас начнет расти уровень тревоги, аж до момента, когда вы окажетесь на краю, посмотрите вниз, в этот момент будет пиковое состояние этого страха, скорее убеги отсюда, там это опасно и так далее. То есть вот так работает рептильный мозг, и вряд ли кто-то из нас откажется от этого страха, да, потому что в противном случае мы просто не будем способны адекватно реагировать на какие-то события, на какие-то обстоятельства, в которые действительно нужно быть внимательным. Поэтому если ты оказался где-то, где высота, пожалуйста, держись за что-то, пожалуйста, будь внимателен, пожалуйста, смотри, куда ты ставишь ногу, да, то есть и тогда ты спокойно можешь двигаться. То есть здесь он выполняет роль такой защиты. И в то же время, когда человек решается на что-то новое, к вам будут приходить люди в коучинг для того, чтобы решать какие-то задачи по внедрению, каким-то, может быть, новым проектом и так далее. То есть вы столкнетесь с этим рептильным мозгом, который будет вас содержать в состоянии тревоги. Это новое, пожалуйста, соберись. Вот. То есть также он отвечает за автоматически приобретенные привычки, то есть то, когда вот мы выводим наш навык на режим автоматизма через практику, за него тоже уже в этот момент отвечает рептильный мозг, и то, что вы наработали в вашей практике, например, в коучинговой, да, вот раз за разом повторяя, пройдя через этап ошибок, вы встроили какие-то реакции, встроили какое-то поведение определенное, и это будет вас помогать в неожиданной ситуации, это проявится. Вот, значит, и он также, можно сказать, еще интересная вещь, что он у нас неженка и такой гедонист, да, рептильный мозг. То есть в момент, когда нужно выбрать, ну что, совершим сейчас аскезу, или пусть все остается как есть, он выберет второе совершенно однозначно. Скажет, нет, 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 не надо, потом, сейчас, вот давай сейчас, пусть пока сейчас останется вот все как есть, не будем ничего менять, даже если нам тяжело, больно и страшно, но, по крайней мере, понятно. То есть вот с ним мы имеем дело, когда мы меняем наши привычки. Снова вот этот рептильный мозг, он, давай не будем, вот мы уже понимаем, как это работает, давай ничего не будем менять и так далее. Вот. То есть он предпочитает что-то простое, понятное, пусть оно дискомфортное уже даже, пусть оно не такое, ну вот оно понятное, все, значит хорошее. Вот, значит, итак, в работе со страхами очевидно, что коуч столкнется, значит, поможет, здесь этот момент будет проявляться в работе с самооценкой, когда человек, он слишком привык реагировать на вот это влияние этого мозга рептильного, то есть он боится изменений, боится каких-то новых действий, и вам, как коучу, возможно, предстоит помочь человеку обнаружить другие центры управления, как интерес, вдохновение, способность на какие-то подвиги, на аскезы ради какой-то более высокой цели, даже если это сейчас некомфортно, да, и вы как коуч открываете эти новые центры, то есть давая человеку новую перспективу, увидеть, что нет, под влиянием только этого ты можешь находиться. Вот. Эмоциональный интеллект, то есть способность видеть шире, что в этой тревоге, какой ресурс в этой тревоге. Если вы посмотрите на страх не как на что-то, что надо уничтожить, а прочувствуйте, попробуйте войти в него как в пространство, как в область такую энергии, вы поймете, что там много энергии в этом страхе, и вы можете ей управлять. Управление стрессом,
конфликтные ситуации. То есть вот здесь, вот в этих развитии смелости управления рисками, да, когда вы не поддаетесь, например, влиянию тревоги, а изучая ситуацию, расширяя в нем видение, можете принять решение, которое в определенном степени может быть каким-то некомфортным, да, с точки зрения, но вот выступить перед людьми – это определенный риск, но это намного лучше, чем не выступить перед людьми и не реализовать, например, свой талант, если вы публичный человек и у вас есть склонность к этому. То есть вот все вот это коуч помогает клиенту увидеть влияние вот этого вот внутреннего стража, внутреннего консерватора, внутренней сигнализации, которая от малейших каких-то звуков неизвестного вздрагивает, помогает клиенту научиться взаимодействовать, выключать эту сигнализацию, когда уже нужно ехать, да, например. То есть машина, если бы она все время с включенной сигнализацией ехала, то это было бы сложностью. Вот то, что необходимо знать о рептильном мозге.